Всем привет! В этом видеоролике я покажу еще один из видов покраски артбетона. Как вы видите, я уже нанес основной цвет. Этот камень будет темный. И в данном виде покраски есть одно правило. Светлый по темному. То есть сначала наносится темный цвет, и потом светлым цветом добавляются нюансы. В этот раз я буду использовать несколько колеров, чтобы придать естественные оттенки камню, чтобы он не был просто черный. Одни из колеров это оранжевый и темно-красный, фисташковый и темно-синий, и даже, возможно, где-то белый. А чтобы подчеркнуть фактуру камня, я буду использовать светло-коричневый. Итак, я начинаю наносить оттенки, и для начала беру красный цвет. Колеры я не смешиваю между собой, не добавляю больше никакой другой краски. Колеры разбавляю один к одному с водой. И начинаю вот такими хаотичными движениями наносить оттенки. Следите за тем, чтобы колер не капал на другие камни. Если увидите капли, лучше сразу вытереть. Итак, основную базу я нанес. Сейчас буду растушевывать губкой с водой. Теперь тонкой кистью задаю прожилки оранжевым цветом. Этого будет достаточно. И прожилку я тоже растушевываю влажной губкой. Но не сильно. Следующий камень буду покрывать зеленым, чтобы было такое ощущение, как будто он покрыт мхом. И в некоторых местах добавляю немножечко синевы. Синий цвет добавит глубины черному камню. И в некоторых местах я еще добавлю оранжевый. Но совсем немного. И если какого-то цвета не хватает, можно добавить еще. Покрыть повторно. Итак, вот такой камень у меня получился. И теперь нужно выделить его фактуру. Для того, чтобы выделить фактуру камня, мне понадобится белая краска. Макаю кисть и обтираю ее об доску. Нужно добиться эффекта полусухой кисти. Поэтому кисть нужно практически высушить. И вот такими легкими движениями я начинаю выделять фактуру камня. Особенно прохожусь по краям.
чтобы выделить границу камня. Важно хорошо высушить кисть, чтобы не получилось грубых мазков. Иначе будет видно, что камень как будто бы просто крашеный. И вот такими движениями я выделяю фактуру камня. В некоторых местах можно выделить чуть посильнее. Тут главное не переусердствовать. Набирайте цвет постепенно. Где не хватает, там добавляйте. Вот такой камень у меня получился. Я думаю, вполне достойный лайка и подписки. Осталось только покрыть камень пропиткой. На этом мое видео подходит к концу. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео.